Полезный овсяный бездрожжевой квас. Ваш помощник в очищении организма и похудении. Всем привет! С вами Регина Кутимская. Сегодня я расскажу вам, как приготовить натуральный домашний овсяный квас без дрожжей на закваске. Когда я говорю без дрожжей, то подразумеваю магазинные дрожжи. Ведь многие готовят квас именно с ними. Но в таком случае ни о какой пользе напитка речи идти не может. Магазинные дрожжи – это крайне вредный продукт для здоровья. Подробнее про них у нас есть отдельный ролик на канале. Ссылка в подсказках. В закваске, которую мы используем для приготовления кваса, тоже присутствуют дрожжи. Но они абсолютно натуральные и безопасные для организма человека. А сейчас расскажу немного о пользе непосредственно овсяного кваса. Друзья, на нашем канале уже довольно много рецептов кваса. Смотрите подсказки. Каждый из них обладает своими свойствами. Если зерна овса не очищены от оболочки, то это не голозерный овес. Именно из него мы будем делать квас. Неочищенное зерно – настоящая кладезь органических минералов и незаменимых для организма питательных веществ. Овес помогает выводить токсины, которые разрушают наш организм, и замедляют регенерацию. Напомню, что регенерация – это процесс строительства организмом новых клеток. Как только этот процесс дает сбой, тело начинает стареть. Овес отлично чистит печень – главный орган, который выводит из тела токсины. Также он помогает и в очищении кишечника. В процессе сквашивания полезные свойства овса увеличиваются. У него появляется свойство активного окисления жиров. То есть овсяный квас помогает похудеть. Кроме этого, он помогает организму регулировать уровень сахара, что будет очень актуально для диабетиков. Это далеко не все его полезные свойства. Позже мы снимем лекцию, в которой подробно расскажем о пользе различных видов кваса. Вообще квас – удивительный целебный напиток, с помощью которого можно решить многие проблемы со здоровьем. И если эта тема вам интересна, подписывайтесь на наш канал. В конце видео я расскажу вам, как правильно хранить квас и как его лучше пить, чтобы получить максимальный оздоровительный эффект. А сейчас переходим к рецепту. Буду благодарна вашей поддержке в виде лайка. Для того, чтобы приготовить полезный квас из овса, на 3-литровую банку нам понадобятся следующие ингредиенты. Неголозерный овес 80 грамм. Это примерно 8 столовых ложек. Ржаная закваска 1 столовая ложка. Как приготовить ржаную закваску, смотрите в подсказках. Мед 100 грамм, примерно 4 столовые ложки. Питьевая вода 2,5 литра. Перед тем, как приступить к рецепту овсяного кваса, нужно активировать закваску, если она хранится у вас в холодильнике. Как это сделать, смотрите видео в подсказках. Овес лучше немного перебрать и промыть. У меня оказался очень чистый, без мусора. Теперь кладем овсяные зерна в блендер, добавляем 300 мл питьевой воды из общего объема и взбиваем в течение 30 секунд. В отдельную тарелку или стеклянную банку наливаем 200 мл питьевой воды из общего объема. Разводим в ней мед, туда же добавляем закваску. Тщательно размешиваем. В 3-литровую стеклянную банку с оставшейся питьевой водой вливаем воду с медом и закваской, а также перемолотый овес. Все хорошенько перемешиваем деревянной ложкой или палочкой. Сверху банку прикрываем крышкой, но не закрываем плотно. Закутываем в полотенце. Квас должен настаиваться в темном месте. Один раз в 12 часов содержимое банки надо перемешивать. Квас будет готов как минимум через 36 часов. Непосредственно перед розливом кваса перемешивать его уже не нужно. Если у вас молодая закваска или в помещении, где настаивается квас, прохладно, то напиток может готовиться и дольше, примерно 2-2,5 дня. Как правильно хранить и пить овсяный квас? Чтобы квас сохранял свои полезные свойства как можно дольше, его нужно разлить по стеклянным бутылкам, желательно из темного стекла с бугельной крышкой, и поставить на дверку в холодильник. Срок хранения кваса 1,5-2 дня. Для достижения оздоровительного эффекта овсяный квас лучше пить утром натощак, а для профилактики можно просто пить в течение дня. Овсяный квас получается очень вкусным и полезным. Приятного оздоровления!
Друзья, если еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки и пишите комментарии. Впереди еще много полезной и интересной информации. До новой встречи и доброго вам здравия!